Новые требования к Москве, жесткие ограничения для Кремля впишут в мирное соглашение? Бунт на фронте, военные массово пошли против власти. Истерику устроил даже старый соратник Путина. Последствия фатальные. Дональд у нас отмена. Первый из приглашенных в Совет мира глав государств сообщил, что не приедет. Названа формальная причина, но стало известно и настоящая. Эскалация насилия в России, опять стреляют. Названа дата референдума. Конституция будет переписана. Переплюнет ли Токаев Назарбаева? Исчезновение диктатора. Общество бурлит в догадках. Пресс-служба обещает показать правителя, но даты не называет. Об этих и других событиях к утру четверга, 12 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Неожиданное и очень громкое заявление из Евросоюза. В интервью финским журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с предложением внести существенный пункт в мирное соглашение по Украине. Сейчас на переговорах обсуждается ограничение украинской армии. Но давайте будем честны, проблема не армия Украины. Проблема для вашей страны, моей страны и многих европейских государств всегда заключалась в российской армии. По мнению Каллас, в мирное соглашение должно быть включено обязательство России ограничить численность своей армии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнула, что в соглашении должны быть прописаны и ограничения на военные расходы Москвы, иначе мир не будет устойчивым. На фронте назревает бунт. Российские военные недовольны решениями Кремля, в частности, действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram. Z-сообщество негодует и заявляет, что последствия будут фатальными. А вы у нас спросили, что вы хотите запретить? Вы, хоть кто-то из вас приехал, узнал, полезно ли будет это? Мы, бойцы, входящие в состав группы «Альбатрос» по противодействию БПЛА, обращаемся к руководству служб РКН не тормозить и не блокировать работу Телеграма хотя бы на новых территориях, так как это приведет к падению эффективности нашей работы по противодействию БПЛА. Но начальство знает лучше. Накануне генерал и депутат Думы Андрей Гурулев приравнял борьбу с Телеграм к борьбе с НАТО. А теперь уже и голос Путина Дмитрий Песков рассказал бунтующим военным, что и как. Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. Накануне Песков с гордостью заявил, что его шеф никакими мессенджерами не пользуется. Только специальной связи. После таких заявлений турбопатриоты принялись перемывать кости уже самому Дмитрию Пескову. Нервы сдали даже у старого соратника Путина Сергея Миронова. Он устроил настоящую истерику в коридоре Госдумы. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Те, кто это делает, мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир! Но коллеги Миронова к этому крику не прислушались. Большинство поддержало блокировку Telegram. Куба погружается в кризис из-за нефтяной блокады США. В стране резко ухудшилось качество жизни, транспорт стоит, отели закрываются, а электричество подается лишь несколько часов в день. Топливо для больниц, школ и повседневной жизни становится все более дефицитным. Из-за этого цены на базовые продукты, такие как молоко, курица, подскочили до рекордных значений. С 9 января поставки нефти прекратились после того, как США перекрыли основные каналы, включая Венесуэлу и Мексику. Ситуация ударила даже по россиянам. Из-за постоянных отключений электроэнергии на Кубе многие популярные отели начали закрываться, а туристов, в том числе более 4000 россиян, переселяют в другие места. Аэрофлот сократил количество рейсов и начал вывозить туристов, при этом самолеты прилетают пустыми, поскольку с 10 февраля в международных аэропортах Кубы больше не заправляют иностранные воздушные суда. Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, Кубу ждет полный энергетический коллапс. Запасы нефти могут закончиться уже к апрелю, а с этим наступит крупнейший блэкаут в истории острова. Белый дом таким образом пытается добиться изменений политического режима на Кубе.
Александр Лукашенко первым с особенной помпой согласился на участие в создаваемом Дональдом Трампом Совете мира и первым же сообщил, что не поедет. Вернее, за диктатора это сделала его пресс-секретарь Наталья Эйсман. Приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно. Рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить. Занят Александр Григорьевич. Какие штаты? Тут нужно бы чистоту коров проверить. Но шутки в сторону. Сама Эйсман сразу же и выдала истинную причину отказа от полета за океан. Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций. В первую очередь Евросоюза, с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС. Эйсман заявила, что вместо себя в Вашингтон диктатор собирается отправить министра иностранных дел Максима Рыженкова. Правда, пока неизвестно, согласен ли на такую замену сам Дональд Трамп. Не поедет и Путин, который поначалу с большим энтузиазмом воспринял весть о приглашении Трампа. От Кремля никто не планирует, заявил прессе Дмитрий Песков. Первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля в Вашингтоне. Как там было у классика, дела в нашем колхозе шли хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. Россия побила очередной рекорд. Число частично занятых в стране продолжает расти, пишут «Известия». В третьем квартале 2025 года их число достигло 5,5 миллиона человек, что на 12% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Максимальный показатель за 10 лет. Особенно сильно эта нездоровая тенденция затронула гостинично-ресторанный бизнес, обрабатывающую промышленность и строительство. Эксперты утверждают, что массовый переход на частичную занятость – это скрытая безработица, вызванная охлаждением экономики и снижением производства. Несмотря на это, компании избегают увольнений, сохраняя штаты. Однако реальный доход сотрудников в таких условиях снижается, особенно в неоплачиваемых отпусках, что ударяет по финансовым обязательствам. Дальше покопаться в причинах авторы публикации не решились. Может, все это как-то связано с войной? Эскалация насилия в учебных заведениях России. Очередное нападение теперь в Краснодарском крае. В Анапе студент техникума открыл стрельбу в холле учебного заведения, убив охранника, который пытался его остановить. Пострадали 2 человека, один из которых студент. 17-летний нападавший был задержан. Он использовал охотничье ружье, похищенное у родственников, и выстрелил не менее 5 раз. Ранее подросток высказывал агрессивные намерения в социальных сетях. Это уже 5-е вооруженное нападение подростков на учебное заведение России с начала года. Ранее были зафиксированы случаи нападения в Нижнекамске, Красноярске и Уфе. В ответ на такие инциденты депутат Думы Татьяна Буцкая предложила ограничить освещение подобных трагедий в СМИ, указав на их вирусное распространение. А прекратить нагнетать ненависть ко всем в мире по федеральным каналам и делать из войны и насилия культ Буцкая предлагать не стала. В Казахстане определили дату проведения республиканского референдума по новой конституции. Он состоится 15 марта. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, в котором будет вынесен один вопрос. Принимаете ли вы новую конституцию, проект которой был опубликован в СМИ 12 февраля? Правозащитники считают, что проект концентрирует власть в руках президента, снижает роль законодательной ветви и существенно ограничивает гражданские права. Оказалось, что все уже сконцентрировано еще при Назарбаеве. Уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа. Спрошу наших зрителей из Казахстана, как думаете, времена Елбасы еще будут вспоминать как эпоху разгула демократии? Пишите в комментариях. Диктатор пропал с радаров. Эмомали Рахмон, бессменный правитель Таджикистана, уже почти 2 недели не появляется на публике. Отсутствие Рахмона вызвало множество слухов. Его последний публичный выход был 28 января, когда он провел совещание с руководителями силовых структур, а до этого он появлялся на публике только 25 декабря.
За этот период его сын Рустам, председатель Верхней палаты парламента, стал заметно более активным на публике, что вызвало новые слухи. Возможно, сомнения в крепости здоровья диктатора стали давить на власть, и пресс-служба Рахмона вдруг анонсировала ряд встреч диктатора. Но точные даты не уточняются. Рахмон руководит Таджикистаном фактически с 1992 года, когда он, бывший председатель колхоза, при помощи военной поддержки России сначала стал главой Верховного Совета, а потом уже президентом. Раньше такое можно было увидеть только в фантастических фильмах, но скоро мы увидим это в новостях. В Украине разработали лазерную систему ПВО под названием Sunray, предназначенную для уничтожения российских дронов. Она компактная, эффективная и дешевая, сообщает американское издание The Atlantic. Лазерное оружие было создано всего за 2 года, а разработка стоила всего несколько миллионов долларов. Цена же составит только несколько сотен тысяч долларов. Sunray легко помещается в багажник автомобиля, не издает шума и не излучает света, но эффективно сбивает дроны и даже может поразить самолеты. Система устанавливается на крыше пикапа и оснащена камерами для слежения за целью. Во время испытаний лазер поразил дрон, который начал гореть и упал на землю. Несмотря на то, что это не первое лазерное оружие в мире, украинская модель привлекает внимание за счет своей простоты и низкой стоимости. Роскомнадзор перешел от замедления к полной блокировке YouTube в России. Об этом пишет телеграм-канал Exploit со ссылкой на источники среди провайдеров. После 1,5 лет борьбы с видеохостингом через замедление регулятор исключил его домен из списка подконтрольных DNS-серверов. Это привело к тому, что при попытке зайти на сайт пользователи получают ошибку, а доступ к платформе возможен только через VPN. Оплеуха за оплеухой. Как США выжимают Россию сразу из 2 регионов? Какой президент чуть не погиб после визита к Трампу? Какая страна готовится к войне с Россией? И какое политическое потрясение ждет в ближайшие месяцы Украину? Об этом мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.